СМИ создают нам мир, в который мы верим как в наш собственный. Мы принимаем мир СМИ как свой, потому как мы даже не задумываемся о том, что этот мир нам навязывают, нас буквально заставляют в него верить и тем оживлять его. Мы реально зомби, которые даже не понимают, что они зомби. И ведь хорошо, когда можно поругать кого-то, что создали мне такой плохой мир. Ведь хорошо, когда есть кто-то, кого можно обвинить в том, что мой мир такой плохой. И происходит так, потому как мы не хотим свой мир создавать. Нам проще открыть интернет, включить ТВ, и нам покажут и расскажут, что такое наш мир, какой он. Мы сами идем в каналы в поисках того, чтобы нам рассказали и показали, какой он наш мир. И нам показывают, какой он, и мы принимаем этот мир как свой, вместо того, чтобы создавать действительно свой. А для этого, в первую очередь, нужно минимизировать поток информационной пропаганды, который объясняет и показывает нам, как устроен наш мир. Мы отдаем свое внимание и свою веру, и с помощью этих инструментов нам создают наш мир. Это реальный морок, это зомбирование, и мы добровольно его принимаем. Думается мне, что скоро, или уже, создается параллельная реальность, социальная структура, в которой люди будут сначала отключаться от системы информационно, а потом и экономически, и социально. Они будут создавать свою реальность. Выбраться из этой западни можно только одним способом – научиться создавать свои миры. И первое, что необходимо для этого сделать – перестать питать своим вниманием и энергией чужие миры, которые нам навязываются и которые нам не по душе. Что такое создать свой мир? Это представлять, заполнять свое сознание и питать реальность, в которой вы хотите пребывать в максимальных подробностях. Но самое главное дело в этом вопросе – создавать и переживать в настоящем моменте те чувства, которыми вы хотели бы быть наполнены в вашей реальности. Наше внимание не принадлежит нам, его постоянно похищают, и мы наблюдаем то, что нам транслируют. Нам нужно вернуть себе внимание и заполнять свое сознание образами и состояниями, которые необходимы нам. Для этого нужно контролировать свое внимание. Как только внимание пускается на самотек, его захватывают внешние трансляторы, и впуская в себя это, мы создаем свою реальность, навязанную извне.